Такое необычное начало обзора у нас. Во-первых, мы едем на С-классе, в котором вот-вот закончится бензин. Я не знаю, может он уже закончился, а мы катимся. Впереди Дима вваливает по дороге, баллотует, что он может обогнать Мерседес на бездорожье. С нами Соня Темникова. Я не знал, кто это до вчерашнего дня, а она не знала, кто я. Ее Дима посадил мне в машину, говорит, бери, у него подписчиков много. А почему он тебя посадил ко мне в машину, ты не знаешь? Потому что он какую-то чужую бабу посадил на мое место. Ага, а мне в машину чужих можно, да, баб? Ты понимаешь, если у меня жена посмотрит этот обзор? Это Девушка, Дима я виноват. только познакомился вчера с этой девушкой, да. Очень приятная девушка, но меня можно не ревновать, я очень верный. Это аэродром, ребята, посмотрите. Снимаю на iPhone, извините, потому что камера в багажнике. Но у нас есть оператор хороший, да, Ростик? Прикольно, если у нас бензин сейчас кончится. Все. Это что? Хотя у них может есть тут бензин, как думаешь? Авиационное топливо, если залить уверенно, может быстрее даже поедет. Не едет, да, он нифига, Соня, не едет? Сони Мустанг очень красивый, подпишитесь на ее инстаграм. 1300, пожалуйста, за рекламу. Всем привет, это канал Allsound. У нас сегодня очень необычный обзор. У нас в гостях Дима из Про-сервиса, как вы догадались по вот этому самолету. И Chevrolet Tahoe какой-то никому неизвестный. Ты знаешь, да, что ты в кадр сейчас попал? Не все тебя любят. Ты знаешь, что у нас в комментариях начинают писать, а вот вы знаете, Давидыч, я бы не очень доверял его словам. Да. Дима очень хороший человек, очень веселый, и у нас такая вот прям реально очень крутая коллаборация получилась. Сегодня вы увидите не только обзор Tahoe, дрифт на Tahoe. Бернаут будем делать. Дорогой гость Соня Темникова из Москвы. Давай, для просмотра. Ёпта. А не было видно, что я туда смотрю? Блин, а сейчас не видно, что Да я подожди, туда я буду смотреть, ты не смотри, дай. У нас сегодня клуб любителей американских автомобилей. И всего один человек, который их очень не любит. У вас бензина нету здесь 95-го или 2-го или любого? А то у нас Мерседес заглохнет сейчас. Я бы никогда не купил американский автомобиль. Веришь? Ты нормальный? Хотя один пришлось. Вот Хаммер я не люблю, если честно, как автомобиль. Chevrolet Tahoe мне тоже очень не понравился, с одной стороны. И вот это хуйня. Это надо институт американского машиностроения закончить, чтобы врубиться, где здесь что для чего. С другой стороны, очень впечатлил. Но троллить буду. А Дима попытается сделать антитроллинг. А Соня ему поможет, если Дима со мной не справится, потому что у нее тоже какой-то американский автомобиль. Мустанг. Сам ты гриль, блин. Тогда не было гриля. Мощный. Вот Мустанг. это вот, который... В нем 3,4 литра. Он едет почти как японец 1,6 без турбины. 3,7. Ладно, как японец 1,8 без турбины он едет. Ну, мы находимся в необычном месте для нас сегодня. Я не знаю, зачем мы сюда приехали. Ты на самолете хотел полетать? Тебя покатить. Я не полетел. Причем? Ты заметил. Я укакался. Я улетела. Нет, я боюсь летать, А мы правда. можем показать, как Соня летал? Нет. Соня бесстрашная девушка. I'm on my brains for a shit. Походу обзор самолета у нас в итоге получается. Вот это. Смотри, справа Он Ил-2 будет сейчас стоять. Ил-2 вон там справа крайне вон он. Я вижу Ил-2. пятерку только Вот белую. Ил-2 стоит. Да. Ты не видишь самолет, Дима. А, ёпта. Принял. Объезжай на правую сторону. Вот это драгрейсинг. Я понимаю, Дима, ты гонялся когда-нибудь самолетами? I'm on my brains for a shit. Brains for a shit. Brains for a shit. Сейчас, у нас же обзор Tahoe, ну дай ему. Да, что, Дай ему. О-о-о-о-о-о-о-о! Какая плохая машина! Ты задолбал! Я ее штролить собирался, забыл? А вот ускоряешься и прощаешься, и все. смотри, садись. Brains for a shit.
Вообще, да? Редкие кадры. А? Обзорчик какой. Видишь, что происходит, когда блогеры нормально коллаборируют? Они вот это, подпишитесь на него, он мне 1030 заплатил. У него максималка 100 км в час, но он даже этот... А взлетает он буквально на 30. Не победил самолет. Самолет взлетел, а так и остался На земле. Необычный вообще обзор, потому что у нас автозвук, и автомобильные обзоры мы делаем очень редко. Но самых интересных автомобилей. Автомобиль на самом деле не очень интересный, но он принадлежит человеку, который занимается в Москве тюнингом, у него тюнинг-ателье ProService. Там делают все абсолютно, могут вам заправить вишневого вкуса воздух в шины. Можно тогда, наверное, клубничный? Вот этот московский тюнинг, когда Нормально. кучу денег отдают, а вам ничего не делают, но очень круто. Это очень крутая машина, в ней стоят крутые колеса, крутая тормозная система, доработанный салон, чип на двигателе, впуск-выпуск, и она едет просто нереально. И на самом деле плюсов у машины хватает, и меня, наверное, сейчас не слышно из-за самолета. У нас Что у только нас один происходит сейчас, покажи. Это наш бесстрашный пилот сегодня, он покатал всех практически, кроме меня. Для понимания, я недавно проехал 20 часов в Казани, 15 обратно, чтобы только на самолете не лететь. Я самолеты очень не люблю. У Димы будет больше информации по его приезду сюда. Он открыл здесь филиал сейчас ProService в Ростове-на-Дону. Было такое прикольное открытие. Там же это все будут? Конечно. И там фейерверк. Сиськи будут. Да фейерверки кому не сиськи будут. Че, опять дрочить, что ли? Заебали бан... Сиськи будут. Все, сиськи будут. У него вот здесь ссылка в описании. Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, почему Таха? И почему он оказался на твоем музыкальном канале, ты хочешь сказать? На самом деле, да. помнишь, у нас история с тобой, видео началось с той самой Лады Веста, и где... Печально известный. Где мы говорим о том, что, ребят, давайте музыку доработаем в Loud Sound. И вы там писали, давай доработаем, давай доработаем. И как только выходит какой-либо пост об этом автомобиле, люди говорят, когда он окажется Loud Sound. Это пока под вопросом, но мы обсуждаем. Да, и мы его обсуждаем, потому что здесь штатная аудиосистема Bose стоит, которая, в принципе, меня устраивает. Но есть недочеты. Вообще об этом автомобиле рассказывать я могу очень долго, потому что это мой самый любимый автомобиль, и который у меня был, и единственный, который задержался на год. Сколько у меня уже машин-то было? Наверное, больше 100. Honda хуйня, женская машина. Форд американцы кончено собирают. Мазда коробка слабая. Этот автомобиль у меня уже год, и меня он полностью всем устраивает. Но, как мы видим, Саша не говорит о том, что с чем сравнивать. Hyundai, братан, расход двигатель большой, это бензина имеет. Это культ, это крутые автомобили. Ну да, после немцев есть мелкие недочеты. Но я объясню сразу, потому что сейчас начнется негатив у людей. И не дай бог. У Димы было много машин. Lexus конченый, дорогой в обслуживании. Они видят, короче, в этом куске американского автомобилестроения что-то прикольное. Но я вам сейчас покажу, что в нем не прикольного. Не переключайтесь, я в любом случае потом надо будет и лизнуть, чтобы не слишком обидно было Диме, да, что он купил. Зачем меня лезать? Toyota уебищная, он некрасивая, блядь. Понял, братан. Короче, я Википедию не читал про эту машину, умных вещей вам никаких Это сказать озеро Таха. не могу. Тут Я тоже не 6,2 знаю, или да. 6,3, мы не могли сейчас Почему определиться. 6,2. Кто сказал 6,3? Ростик сказал 6. Ладно, давайте мы спорить будем потом, потому что я его еще не обосрал, он уже оправдывается. Наезды. Короче, давайте начнем с мотора. Очень большой и очень непроизводительный для этого литража мотор. Согласен? Мерседес больше 6,3 выжимает, чем эти 6,2 в стоке. там 6 же турбина с половиной секунд он едет, да? То есть как 328-я Бэха. Так, подожди. Чтобы нам открыть капот, нам нужно завести двигатель. Давай не будем. Чтобы открыть Ну, просто у капот, меня нужно замки завести капота. двигатель. Ну да, потому что у меня стоят замки, короче, нужно включить зажигание. Дима, уходи. У меня же сигнал... Чего? Так себе автообзорчик. Заезжай. Да он тебе не Дай подчиняется. ключ. Итак, смотрите, вот мне Дима дал на самом деле, большое ему спасибо, эту машину на день. Не поверите, для чего. На самом деле все думают покататься, но на самом деле мне надо было семью с аэропорта встретить, а у меня не было машины ни одной, куда все чемоданы и вся семья поместилась бы. Здесь у нас 7-местный, да? 7 же это Да. место? Или 6 по факту? Итак, у нас очень большой, имиджевый, вместительный автомобиль. На самом деле на него оборачиваются. На крузак 200 не оборачиваются, на ГЛС тоже. Эта машина, когда едет по дороге, привлекает абсолютно все взгляды. Ну, тем более на колесах и тем более с выхлопом. Выхлоп здесь рычит прям очень приятно. Когда подходите к автомобилю, сразу видите богатая комплектация. У нас стоит комфортный доступ. У нас происходит вот эта штука.
Здесь это очень приятная вещь. Раз и подножка. На многих машинах это доп. Опция, здесь это с завода В ставится. этой комплектации, да. Тут То есть здесь у нас комплектации. максимальная комплектация за 4,2 миллиона, да, по-моему? То есть 4,2 миллиона мы берем тачку в топе. Для понимания, ближайший его одноклассник, это ГЛС, да, скорее всего, будет, или Q7. Давайте с ГЛСом сравнивать. То есть это топовый Таха и топовый ГЛС будет стоить порядка 10. Ну, это АМГшный. Мы же топ берем. Ну да. То есть это вот максималка, 4,2 миллиона. В 2 раза дешевле. Мы получаем, я ее закрыл. Вот, начинается. Ну, это мы на сигналку, да, спишем? Да. Это ж не машина, да? Нет, это машина. А, это машина глючит. Ну, Что короче, глючит? Она закрывает сейчас зеркала. мы ее разблокировали, и мы открываем машину. Ну, сиденье, зеркала она не А, раскладывается. нет, это есть косяк. Это сигналка косяк, или завод? Это заводской косяк. Ну, вот. То есть, получается, когда вы открываете автомобиль, да, у вас зеркала сложились, но они открыться не могут. Я это быстро разобрался, починил. Мы нажимаем кнопку раскладывания зеркал, и ничего не происходит. Но нажимаем ее второй раз, и зеркала раскладываются. Ну да. Садимся внутрь и видим Хаммер, Блейзер, Субурбан. Все американские машины одинаковые. Есть легкий тюнинг, но вот по этой штуке, смотрите, она была механическая, была электрическая, но положение руля угадывается во всех этих американцах. Вот чтобы мне было комфортно, у меня руль лежит на коленях и закрывает мне полприбор. А у нас здесь есть опции по отключаемому, кстати, это очень круто, переднему У приводу. Escalade такого нет. То есть, как Этого бы нету почти нигде. Одноклассник в Escalade, да, то есть этого автомобиля, у него таких вот опций, соответственно, нету. Ни пониженный, ни повышенный, просто автоматическое вот это вот. Да, в этом плане очень круто. У нас есть регулировка педалей, у нас есть парктроники, камеры. Ну, по электрике в этой машине на самом деле все очень круто. Память сидений. Слушай, а вот вопрос, ты забыл кое-что употребить. Тебе понравилось? Ты про что? Ну, тебе понравилось? Тебя Но ездить на простимулировал? этой машине? Нет, я кое-что простимулировал. Сиденье тебя простимулировало? Нет, я не поймал. Он когда полосу выхватывает или что? Когда он вибрировать Парктроник. должен? Не, ни разу не поймал. Может, я так парковался без Ну, парктроника? как-то ты странно. Ну да, ну, в общем... Да, у него сиденья с вибрацией стоят, то есть перед тем, как вы врежетесь, вы еще и удовольствие получите. Дальше мы видим, вот это, кстати, тюнинг от Pro Service. Очень приятное темное дерево. Но если бы мне Дима не показал, я бы даже не обратил сразу внимания. Мне вот так очень нравится такой тюнинг. То есть он облагораживает и в глаза не бросается. У вас не коричневое такое дедовское дерево, сенсорный, большой достаточно экран, очень яркий и неплохое разрешение. Вот, если мы заводим машину, видим еще один ЖК-экран прямо. И я вот поездил достаточно удобно на самом деле, но я не нашел громкость, а громкость, видимо, сзади, да? Вот она, да. Вот, это не интуитивно понятно, то есть надо, по идее, вот вы купили машину, надо туда заглянуть. А где я нашел громкость? Я ее нашел на ходу, в положении D, я сделал вот так. А потом понял, что чтобы сделать громкость, первое время вы будете, ну реально цеплять ручку. Они находятся на расстоянии вот 3 пальцев друг от друга. В плане эргономики, вот к самой ручке тоже большие вопросы. Это машина в топовой комплектации, это очень крутой имиджевый аппарат, он смотрится снаружи просто нереально. Ну почему так? Почему вообще эта штука с 60-х осталась? Это прикол, или они не умеют по-другому? Ну почему могли на Мерсе сделать аккуратненький джойстичек, там на BMW, на Лексусах даже вот эти старые лабиринты мерзкие? Слушай, ну Мне если кажется, мы- это эргономичнее и удобнее. Ну смотри, опять же, моменты, вот такие вот штуки были на полицейских автомобилях, как многие сейчас помнят, да, то есть как бы Crown Victoria и прочее. Но в этих Crown Victoria стояли огромные диваны спереди, здесь же у нас его нет. Походу, Просто они эта херня не действительно очень. любители минета в Америке все, и они убрали вот эту вот ручку, Ну потому да. что она мешала. Должен сказать, что рычаг, он неудобный и не интуитивно понятный. То есть можешь проскользнуть. поездив на машине реально день, я понял, что я все равно туда смотрю, я не понимаю, что я воткнул. Вот в Хаммере то же самое было, я привык. То есть интуитивно понятно, ты ее куда-то отпускаешь, она не упирается, она дальше позволяет включить ручку. И здесь ее надо отпустить, она уходит туда. То же самое с R. R проскочить очень легко. То есть ты делаешь чуть-чуть небольшое движение уже на нейтралку. Ну, это, понятное дело, привычки. Через неделю эта штука будет вам очень удобна и будете отлично втыкать. Но самое большее, что мне понравилось, это вот эта вот штука. Надо, я не знаю, каким гением быть, чтобы на одну ручку все дворники поворотники, ближний, дальний, вот это все здесь, блядь. А на Хаммере еще и круиз был. Так повернул, так поднажал, вот эту повернул, так вода полилась. Так у тебя авторежим, вот здесь у тебя кнопка для заднего полива. Видим руль от Chevrolet Aveo или чего, не знаю. Могли бы сделать гораздо премиальнее. Ну, он выглядит очень дешево, на самом деле. Для такой тачки могли бы сделать круче. Но, однако, Дима здесь добавил дерево чуть-чуть. И, ну, вида рулю добавил. На ощупь приятный. Подогрев имеется. Подогрев, регулировка электрическая, да, вот в плане фишек эта машина заряжена по самые помидоры. Да, Дима все ждет, когда я это покажу. Если бы у нас был Escalade, это бы еще круче выглядело.
там проводишь рукой, да, и поднимается. А здесь у нас... У меня с первого раза или без зажигания не получится. У меня тоже... Просто на один раз нормально нажимаешь. Здесь бардачок. Чего? Или- Давай, придержи его чуть. Нет, ему похер, он ему пальцы отрубит. Ты хочешь, чтобы я руку положил? Ну, он может сейчас проскользнуть шестерня, и будет неприятно, если действительно нету ограничителя. Ну, довольно сильно давил. Нет, есть, да? Ну ты просто ручку. Ну, да, нормальное, сильное такое усилие. Пока мы не сломали Диме эти электромоторы, давайте сейчас попробуем сломать другие. Электромоторов здесь куча. Здесь у нас полная регулировка всех сидений, здесь доводчики дверей стоят, здесь пороги. Я даже боюсь представить, какие там стоят моторы, чтобы вот эти пороги конские вытаскивать на улицу. И, конечно, надо эту машину продавать лет через 5, когда эти все вещи начнут трахать мозг. Часто говорят о том, что именно электрические пороги на этих автомобилях доставляют уже неудобства владельцам после первой зимы, потому что у нас химия реагенты, поэтому не знаю. Но у меня вот этот автомобиль второй американский, большой, то есть у меня до этого Escalade был, ни одной проблемы с этим вопросом не было. На эту приборку смотришь, она дешевая. Вот этот цвет шкал очень сильно фокус напоминает. Как Дима сказал, это действительно машина другого предназначения, это не лакшери, это вот именно большой, практичный, если не брать в расчет литраж. Да что литраж, он 16 литров по городу ест. Да я слышал много таких историй. Я думаю, он 16 литров жрет за один разгон, когда ты дашь ему. А ты будешь давать на этой машине, мы сегодня дадим на ней, потому Они что грех не давать. здесь есть на что посмотреть и что послушать. Брата по потолок. Антон Воротников, если смотрит этот обзор, а он не смотрит этот обзор, передайте сейчас все Антону Воротникову. Все идите, напишите. У Димы из просервиса Алькантара на потолке. Забомбите Антона. Устроим ему флешмоб. А почему нет? И Димины подписчики все туда идите к Антону и пишите. Погнали. Максималка у тебя сколько, чтобы не опасно это было? 250. Ну, она не Вообще парусит, ну это нормальная для нее скорость. Вообще. Когда обдув сиденье работает, он у тебя именно в дырку, понимаешь, вот прям в дырку дует. И то есть ты не получаешь комфорта, прям болеешь, короче. Вот. И получается, что... Это не значит, что я болею. Так вот. Я это вырежу. Вот, и получается какой момент? В смысле, что я болею, что ли, вырежешь? Нет, что тебе в дырку что-то задувало. Подписчики, знаешь, какие злые бывают? Скажут, Диме в дырку задувало. Так, ну давай, поэтому он его не продает, поэтому он его любит, да? Охеренно. Еще вибрирует при этом. Мы вот нормально затроллили или мало? Надо еще что-нибудь троллить. ВОСы на китайские, вот смотрите. Тормозную систему надо показать. Кстати, машина останавливается отлично, но с не очень приятным звуком. Да. Тормозные системы здесь стоят High Performance Brakes. Это крутые или не Brembo, не Porsche, ни хера, да? Да, но достаточно бюджетные, то есть 320 тысяч рублей в круг они мне обошлись. На самом деле, вы поняли, да, уже, что сейчас начнут меня троллить за троллинг. Это очень крутая машина, она мне очень нравится. И надо понимать, с чем я ее сравниваю. Просто, конечно, немецкие всякие комфорты, вам придется доплатить еще там столько же. Скрипит, люфтит, есть какие-то звуки странные, работает все не так. Есть вот эти вот моменты, когда вы начинаете там супер лакшери карами сравнивать, вы понимаете, что победнее. Но американцы, они никогда не были такими. Даже Кадиллак, Они почему-то не целят. Итак, мы сейчас прокатимся. И прокатимся не просто, а по взлетной полосе. Круто. Сейчас та редкая ситуация, когда надо смотреть не только влево-вправо, а еще и вверх. Да. Потому что я реально сейчас задумался о том, а не будет ли кто-то приземляться. Потому что мы находимся на реальном аэродроме, на реальной взлетной полосе. И мы реально так плавно катимся. Я хочу создать антураж, что как будто бы на взлетке выезжаете. И вот она, пожалуйста. И у вас сейчас 6,2 литра. Впуск-выпуск, программа. Правда, 3 человека в машине. Вот здесь вы начинаете понимать, что все, что вы думали плохое про эту машину, вы готовы ей простить. Так, мы готовы ускориться. У нас сейчас 0. Ощущения совершенно другие. И ну, реально очень круто. 100. И у нас заканчивается взлетка. Вот мы взлетели до 120 только. И вот здесь, если вы не успеете оттормозиться, мы все в кукурузу туда. И обратно сделаем еще разочек. Попробуем задавить Ростика. Да, Ростик хочет отчаянно снимать красивый кадр, как мимо него проносится 3 тонны. Сейчас получше схватилось. 100. Звук шикарный. Прям вот очень приятный звук. Чем-то напоминает AMG. Чем-то. Но не AMG. Он не делает вот этих вот плевков. Кларксон отлично провел параллель. Говорит, звук AMG это как будто бы дьявол полощет горло гвоздями. Вот нету вот этого вот трещащего звука.
Очень ровный, приятный, низкий звук, но вместе с тем очень агрессивный. То есть вы понимаете, мы едем в 7-местной, очень тяжелой тачке. Нам надо объехать оператора, он очень отчаянно сейчас, смотри, как стал. И у нас хорошие тормоза. Что, проверим? Давай. Ты готов? Давай, ёпта. А, ты хочешь, чтобы я уже... Нет, отлично, прям под контролем. А ты что подумал, что я забыл там, да, или... Ты сейчас куда-то ходишь, реально экшен устроишь. Нет, вот видите, сейчас Дима проверил, на самом деле вот это дорогого стоит проверка таких тормозов. Дима сейчас проверил, насколько его тормоза вызывают уверенность у человека, который не ездил на этой машине. То есть я не привык к машине, но я чувствовал прекрасно, что я контролирую ситуацию, и можно было бы даже еще позже начать торможение, в принципе, и дать в пола. То есть мы сейчас до блокировки даже и близко не подошли. А мы такие жиганчики донские, мы из ростовских дворовых пацанов. А если я сейчас стрельну, стекла выберет? Это Ростов, здесь начинается юг. Сейчас попробуем пожечь резину. Тут новая китайская резина стоит, почти новая. А что это, Дим? Оп! Обзор Loud Sound. Да не, тащит, смотри. Ты туда же залез. Давай теперь внутри. Мы едем боком на огромном внедорожнике. И такие углы прям хорошие. И болтает так прям хорошо. Можно я тебя попрошу? Можно я сейчас видео другу отправлю? А ты скажешь, живите громко. Сможешь сказать? Живите громко. Саша настолько влюбился в Таха, что просто забыл мне записать концовку. Всем пока, до свидания. Живите громко. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım, Şık şıkıdım. oynama şıkıdım, Şık şıkıdım. oynama şıkıdım. Şık şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Витек, а ну-ка, ты так можешь на своем красненьком? Это опять обзор Таха, но мы почему-то обратили внимание на Диму. Но не зря, потому что... Я даже не знаю, как это описать. Ты можешь объяснить? Как ты оказался в этих носках сегодня? Это твои? Не твои? Они чистые были? Это подруги мои. Смотри, как опасно едем по бордюру почти. Ah yanar döner acayipsin. Это редкие кадры за кадром. И вот кто не знает, как обзоры про сервис снимаются, вот так они снимаются. Я вам не мешаю? Да нет, нормально все. Да мешаю. Культурный парень. Короче, что-то неинтересно их обзор снимать. Лучше девочек красивых поснимаем. Соня, мы будем обзор твоего Мустанга снимать? Это вот женщина, которая делала этот самолет, теперь у тебя работает. Да. У тебя работают люди, которые делали салоны для самолета. Да? А можно посмотреть? Конечно. Так, угу. Бля, как круто. Это чей-то частный, да, получается? Да. Человек себе сделал, чтобы комфортно. Ну тут, кстати, сзади прям так круто. А где подиумы, динамики? Вот тут можно медбас, середину, пищалки поставить. Турецкий тюнинг, смотри. Смотри, Дима. Оп! Нихуя себе! Понял? Какой нахуй про сервис? Смотри, что делает. Глянь. Е30, нихуя себе с люком. Мощная. ББС, прикинь, оригинал. Это крутой тюнинг, сними там что-нибудь. Смотри, 1,5 ляма просмотров. У типа Рекеп Гурнск просышь. У него 1000 подписчиков всего, 1700. Смотри, 1,5 ляма.
Умножай коэффициент, короче, вот минимум 28 миллиардов просмотров получишь. Надо делать вещи. Это Турция, это беспощадный тюнинг.